Там в комментариях кто-то пишет, что я уже не тот, не взрывной, не так делюсь. Ну, Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, а на вашем экране Рашид Магомедов, человек, которого в новогоднюю ночь ограбили на $1 миллион. Именно столько стояло на кону в его бою против бразильца Натана Шульте в финале Гран-при ПФЛ. Рашид единолично возглавляет мировой рейтинг самых скромных бойцов вне зависимости от весовых категорий, поэтому за прошедшие 2 недели с ним не появилось ни одного интервью, и я решил это исправить. Я знаю, что вы интервью не очень любите, да? так, да. Ставьте лайки, чтобы как можно больше людей увидели человека, который достойно принимает поражение, и пишите комментарии. Давайте обсудим, как вообще Рашид мог проиграть, если нанес за бой на 71 удар больше. И я в этой дискуссии с вами поучаствую. Ну, когда речь идет о обычном бое, где боец зарабатывает в случае победы, там, например, 80, в случае поражения 40, это одно, да, но здесь речь шла о $1 миллионе, да. Обидно ли вам, что вы упустили $1 миллион? Ну, если честно, я не настолько, мне обидно то, что я пустил там деньги какие-то или что-то. Больше обидно, что я ему проиграл, зная, какой он. Он может быть хороший, волевой спортсмен, физически там крепкий, но не таким проигрывать. Это мое мнение. Мне обидно то, что я ему проиграл. Были бойцы лучше, сильнее. И... Ну, тот же Уилл Брукс, да, скажем, у которого там и... Ну, я не имею в виду даже в этом чемпионате. Вот, я за свою карьеру. Ну, руку подняли, ему подняли. И я немножко разозлился. Конечно, больше разозлился и на себя. И дал повод, чтобы ему подняли руку. Не знаю, так получилось. Вы сказали, что когда ему руку подняли, вы немножко разозлились. Я думал, у вас вообще нет таких эмоций. Все злятся, да. Есть просто кто-то их высказывает, кто-то показывает, кто-то при себе держит. Я просто, может, при себе держу. Смысл там что-то говорить. Надо было, наверное, когда дрался, что-то сделать, но не хватило сил на это. Вы или ваша команда пытались как-то оспорить это решение, подать протест? Ну, Ризван, менеджер, вот, он подал на протест, прошло там, не знаю, сколько, 10 дней, да. Вот. Вчера он сообщил, что они протест также вернули, не изменили. Рассмотрели, но ничего не изменили. Победитель получает $1 миллион. Сколько финалист? 200 тысяч? Нет, победитель получил 900 тысяч, а мы, финалисты, по 100 тысяч. Они так пишут, там, что по 200. Вообще изначально договор был такой, что финалисты 500 или 400 тысяч получат, а выигравший $1 миллион. И потом все вот так, они все вот это пишут, вот, они посчитали вот то, что мы тогда по 2 боя провели, то, что дали там 100 тысяч, и вот сейчас 100 тысяч, они вписали сюда, как будто здесь дали 200 тысяч. То есть 200 за весь турнир получает финалист? Ну, да? считаю так, они вот. Ну, еще есть какой-то момент, что допинг-контроль будет. Еще до конца им деньги не выделили, им дали только по 100 тысяч всем, нам всем дали. И пока через 15 дней, как я знаю, там какое-то время пройдет, там 2-3 недели, после допинг-контроля они объявят еще. Кто-то из журналистов, по-моему, может быть, Ариэль Хильвани, опубликовал информацию о том, что вроде как все тесты вернулись чистыми с этого турнира. Может даже быть. Я просто вчера это спрашивал, но еще сказали, еще нет ничего ответа. Действительно непонятный для меня момент. Финальную подготовку к этому бою Рашид проходил в том же зале, что и его соперник в American Top Team. И тренеры, которые всегда готовили Рашида, предпочли помочь не ему, а его сопернику. И вы тренировались в одном зале или как это получилось? Да, тренировались в одном зале, просто разное время как-то. Он в другое время приходил, я в другое время. Вообще не пересекались до боя? Не, мы виделись, в зале виделись, так. Но тренеры у вас были одни и те же в American Top Team или разные? Не, у меня, с ним работали тренера, те, которые раньше меня на бой готовили. 2-3 тренера. Со мной один американец тренер был, Дин его зовут. Вот как-то он работал со мной как-то вот эти 3 недели. То есть у него больше тренеров было в American Top Team, чем у вас? Можно сказать, те тренера, которые со мной работали с ним. Они бразильцы, они земляки. Я вот сам, честно сказать, не очень доволен своим боем. То, что там статистика там показывает, удары или что-то, если с этого исходить, и там то, что дали вот это замечание, как-то вот это все немножко напрягает, немножко вот это моменты несправедливости присутствует, и вот это вот напрягает. Что-то хочется им потом сказать.
Когда я туда поеду, ему обязательно это как-то потом выскажу. Вы 4 боя ведь провели, 50 тысяч долларов за бой, но это примерно похоже на то, что вы в UFC зарабатывали, да? Нет, здесь больше заработал. Честно Больше? сказать, здесь больше заработал. Да. В UFC самое больше то, что заработал, сколько было последний бой? 18 или 19. У вас закончился контракт с ними? Да, он, в принципе, все закончился. Вам интересно было бы еще раз в ПФЛ подраться? Не знаю, наверное, да. Ну, пока, в принципе, и лучше варианта нету. Переходить в UFC с проигрышем смысла не вижу. Если даже будет вариант. Так там одно поражение, но и в таком близком бою. Ну, могут и они сами не подписывать, потому что у меня получается последнее поражение, они не подписывают так. Ага. Могут не подписать. Ну, не знаю, ну хотелось бы, наверное, не знаю, пока подумаю, как что, но еще не решил точно, Ага. что я буду делать в дальнейшем. Я слышал какие-то слухи, будто бы в следующем Гран-при приз будет уже 2 миллиона. Вы ничего не слышали? Ну, это, по-моему, касается чемпионов. Если чемпион опять отстоит свой пояс, ну, как в турнире полностью пройдет этот турнир и отстоит опять чемпионский свой пояс, там, вот этот финал выиграет, то... Я тоже вот этот момент слышал, но я точно не знаю, это так или не так. От организаций, расположенных в России, будете ли рассматривать предложения, если они поступят? Там, ACA, Fight Nights, если он будет проводить турниры М1? Можно рассмотреть, смотря что, какой контракт. Посмотрим. Там в комментариях кто-то пишет уже вот, уже не, даже вот я пересматривал бой свой, говорили, что я уже не тот, ну, имеется в виду, уже как бы не взрывной, не так дерусь. Ну, это все зависит, я всегда говорил, от бойца, смотря как он бою подойдет. По-разному бой бывает, проходит. Один бой бывает такой хороший, второй бой может быть так слабо подраться. Постоянно в одной форме невозможно находиться и драться. Посмотрим. Ну, за 5 месяцев у вас 4 боя. Вы давно не выступали в таком графике. Как себя чувствовали? Можно как раз дать ответ тем, кто считает, что Рашид не тот. Я вот не эту подготовку, а вот до этого подготовку я себя чувствовал очень хорошо даже. И у меня был какой-то интерес, какой-то азарт. А вот именно на эту подготовку у меня немножко как-то тяжело все шло, да, вот изначально сама подготовка. Может, чуть перегрузился, да, может, как-то что-то ответственно, чересчур, видимо, подходил к этому. Чересчур ответственно, но... Очень много комментариев, в том числе англоязычных, после боя были о том, что Рашида ограбили. Вот я сейчас поговорил с человеком, который впервые в своей жизни, которого ограбили на $1 миллион. Ну, для него, для такого человека вы все очень хорошо держитесь. Для меня, видимо, это не суждено, значит, да. Если бы это было мое, если дрался без руки, там, без ноги, если бы это было мне приписано, то это я без этого, так и выиграл бы, наверное. Ну, видимо, как-то не суждено это все, да. Всему свое время. Что делать? От того, что я буду там переживать за это или там что-то как-то нервничать, ничего не исправить. Это надо просто дальше тренироваться, и я думаю, это наоборот как-то стимулировало, что ли, меня. Я уже как-то иногда бывает расслабился, как-то уже не хочется все это. Но опять-таки, после такого поражения хочется опять вернуться. На этом все. Вопросы Рашиду Магомедову задавал Александр Лютиков. Ставьте лайки, чтобы самого скромного дагестанца увидело как можно больше людей. Подписывайтесь на мой канал, ведь скоро мы разыграем здесь 10 автобиографий Хабиба. И пишите комментарии в Ютубе. Будем думать, почему с Рашидом обошлись настолько несправедливо.